и надосные, и подосные. Также мы проработаем ткани скребком гуаша и массажером. Не выключай, что делаешь? Давай. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о повреждениях, а конкретно повреждениях тканей, мышечная ткань. Потому что классические массажи, они работают с мышечной тканью. Пока я буду пересаживать цветок, я вам покажу кадры, которые мы с Алексеем сняли пару недель ранее. Для этого мы взяли говядину, хорошие вырезки взяли и нарезали кусками толщиной примерно с мышцы человека, конкретно трапециевидные и ромбовидные мышцы, потому что при работе со спиной, шейно-воротниковой зоной, основные мышцы, на которые происходит воздействие, это непосредственно трапециевидная и малая большая ромбовидные мышцы. Дорогие друзья, сегодня мы вам будем показывать, как мы проработаем ткани руками. Для этого мы взяли мясо. Также мы проработаем ткани скребком гуаша и массажером. И покажем вам, как ткани выглядят после проработки. Итак, друзья, мы выбрали для вас самую сочную вырезку. Сейчас мы вырежем пару кусочков для проработки. Поэтому мы выбрали именно эту толщину ткани, на которую мы нарезали наше мясо. И посмотрите, как происходит воздействие, когда воздействуют на ткани руками, как происходит воздействие, когда воздействует массажером, локтем, скребком гуаша. Я думаю, вам будет интересно, особенно те каналы, которые ведут якобы массаж и показывают, как круто они умеют прорабатывать. Посмотрите, что вы делаете с тканями своих пациентов. А пока вы смотрите видео, как мы проминаем мышцы, я пересаживаю цветок. Вот мы подготовили для него новый вазон. Поэтому наслаждайтесь видео, а я буду делать красоту. Итак, первый экземпляр. Это непосредственно будет проработка руками. Прорабатываем пальцами. Вот мы видим, как мясо деформируется просто при проработке пальцев. Обратите внимание, волокна даже рвутся. Это проработка просто руками. Мышцы, которые у вас есть, они такие же тонкие и нежные. Смотрите, вот так выглядит кусок мяса, который я проработал руками за пару секунд. Где-то мышцы даже размажились. Вот, посмотрите. Покажем кадр вам, как выглядел этот кусок до и как выглядит этот кусок после минуты работы с ним. В принципе, отличный кусок для стейка, самое оно. Обратите внимание, берем свежий кусок. Предлагаю поработать массажером. Это массажер. Если мы обратим внимание, волокна рвутся практически при незначительных нажатиях.
Мастера, которые работают массажерами, я надеюсь, вы нас смотрите и обращайте внимание. Смотрите, что вы делаете с тканями наших пациентов. Вот так выглядит ткань после проработки массажером. И я даже сильно не доел. Вот так выглядит ткань после проработки руками. Вот такая красота. Наверное, какие-то цветочники нас убьют. В комментариях завалят, чем мы делаем. Мы не цветочники, мы массажисты. Просто пересаживаем цветок. Так что пишите в комментариях, что вы о нас думаете. Мы нормально к критике относимся. Наверное. Скорее всего. Так, я понимаю, нам надо разобрать старую землю. Можно это будет в слоумо замутить. Следующее. Вот берем свежий кусочек. Скребок гуаша. Скребок гуаша. Как видим, ткань даже рвется. Вот. Мне не надо делать сумасшедших движений, просто незначительные воздействия привели мышечную ткань вот в такое состояние. Прошу, обратите внимание. Скребок гуаша. Давайте сравним. Еще раз. Проработка руками. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит проработка массажером. И вот так вот выглядит проработка скребком гуаша. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как деформируются ткани при проработке локтем. Первое же надавливание дало первые результаты. Давайте работать дальше. Чтобы вы понимали, я еле преклоняю локоть. Вот, еле-еле. И вот смотрите, что выходит из этого. Вот. А когда я вижу, как кто-то прорабатывает локтем с сумасшедшей силой, мне жаль этих пациентов. Мне вот реально жаль. Вот реально. Вот смотрите, что они делают с вашими тканями. Вот. А спонсором нашего видео стали ребята из Hard Mebel. Ссылочку на них я оставлю в описании. Эти ребята сделали нам кухню, на которой мы снимали видео, как мы режем мясо. Посмотрите, как замечательно они ее исполнили. Сделали в очень быстрые сроки по хорошей цене. Ребята находятся в Московской области, город Одинцово. Работают как по Москве, так и по области. Ссылку на их инстаграм я оставлю в описании. Итак, друзья, надеюсь, вы понимаете, что работу мастера, который выполняет свою работу руками, не заменить ни одним инструментом. А главное, эта работа должна исполняться грамотно, чтобы не повредить ваши драгоценные ткани. Будьте здоровы, пользуйтесь массажем
и пользуйтесь массажем у правильных и проверенных мастеров. Поэтому подписывайтесь на наш канал, оставьте комментарии, что вы думаете по поводу этого видео, понравилось ли вам то, как мы прорабатываем ткань, и хотите ли вы видеть подобные видео в будущем, напишите. А на этом все, с вами была студия массажа Левша, до новых встреч.